Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим чистку ушей у собак. Как часто и как правильно чистить уши у собаки? Вопрос, казалось бы, не стоящий особого внимания. Всем понятно, что уши у собаки должны быть чистыми. От их чистоты зависит вероятность воспаления наружного слухового прохода. Попадание внутрь уха воды, какого-то мелкого мусора и скопление большого количества так называемой серы провоцирует возникновение отита, а это уже очень серьезно. Чистить уши собаки надо периодически, и приучать собаку к этому надо еще со щенячьего возраста. Частота чистки зависит от многих факторов, в том числе и от скорости секреции серы в ушном канале. Сера – это продукт секреции церуминовых желез. Церуминовые железы – это видоизмененные потовые железы. Они выделяют секрет, который тонким слоем смазывает слуховой проход и защищает таким образом уши собаки от бактерий, а также помогает ушам самоочищаться. Это в свою очередь позволяет защищать слуховой проход от возникновения воспаления. Серы должно выделяться столько, сколько надо для поддержания наружного слухового прохода в чистоте, но это в идеале. Выделение же серы происходит неравномерно, иногда больше, иногда меньше. На количество выделяемой серы влияет и сезон года, и кормление, и переохлаждение. И в принципе это нормально, ведь сера имеет защитные функции. Но если в результате многих факторов серы выделяется чрезмерное количество, которое не убирать, то слуховой проход загрязняется, и в конце концов это приводит к возникновению отита. Рекомендуется осматривать и очищать уши один раз в неделю. Если чистить уши чаще, то есть большая вероятность того, что в результате этого серы тоже будет вырабатываться излишнее количество, так как при этом, при чистке, раздражаются церуминовые железы, которые ее вырабатывают. Рекомендуется осматривать и очищать уши один раз в неделю. Если чистить уши чаще, то есть большая вероятность того, что в результате этого серы тоже будет вырабатываться излишнее количество, так как при чистке раздражаются церуминовые железы, которые ее вырабатывают. Чрезмерная чистка также приводит к уничтожению защитного слоя, кожного жира и серных выделений. Поэтому усердствовать с чисткой ушей тоже не надо. Поэтому я бы подкорректировал то, что я сказал выше. Осматривать уши надо обязательно один раз в неделю. Можно протирать ухо, если оно слегка загрязнено. А вот чистить уши с заливанием лосьона надо по мере их загрязнения. Если собака приучена к процедуре очистки ушей, то это делается очень просто и быстро. Если уши не сильно загрязнены, то достаточно протереть уши ватным тампоном, смоченным специальным лосьоном для чистки ушей. А затем ухо протирается сухим ватным тампоном. Там, где ухо нельзя вытереть ватным тампоном, то можно использовать и ватные палочки. Но не надо ватные палочки засовывать далеко вглубь ушного канала. Ватными палочками надо работать только в зоне видимости, вычищая мусор, который нельзя достать ватным тампоном, например, между хрящевыми складками. И дело тут не в том, что вы можете повредить барабанную перепонку. К счастью, это вам не удастся, так как ушной канал у собаки изогнут и имеет форму буквы «Г». Но тем не менее надо быть осторожным с ушными палочками, потому что вата, которая есть на конце палочки, может соскочить и остаться в ухе. Бывают случаи, когда палочку засовывается внутрь уха, а обратно вытащить не могут. И такое бывает, если порода собак большая и ушной канал очень длинный. Иногда бывает, что деревянные палочки ломаются и тоже остаются в ухе, и вытаскивать это приходится уже специалисту. И если же в ушах собаки скопилось очень много серы, то опять же серу не рекомендуется сразу убирать ватной палочкой, иначе вы можете затолкать этот дебрис вглубь ушного канала, что в дальнейшем может вызвать воспаление. Предварительно надо заполнить наружный слуховой проход собаки теплым гелем или лосьоном для чистки ушей. Затем необходимо закрыть ухо и слегка помассировать основание, чтобы лосьон или гель лучше проникли вглубь слухового прохода. Потом надо отпустить ухо и дать собаке потрясти ушами. После чего надо убрать загрязнение ватным тампоном и ватными палочками. И если же у собаки в ухе много шерсти, то прежде чем приступить к чистке ушей, шерсть предварительно надо убрать и лучше всего ее выщипать. Не состричь, а именно выщипать пинцетом. Для облегчения процесса выщипывания шерсти существуют специальные пудры, в составе которых есть обволакивающие добавки, помогающие без труда удалять ненужную шерсть из ушного канала.
Также пудра содержит дезинфицирующие вещества, которые предотвращают попадание микрофлоры в микротрещины, которые всегда образуются при выщипывании шерсти. Лосьоны и гели для чистки ушей действуют по принципу стирального порошка. Основным компонентом любого лосьона есть поверхностно-активное вещество, задача которого размягчить и устранить ушную серу и дебрис. Все лосьоны можно разделить на три группы: терминолитические, умеренного воздействия и антисептические подсушивающие лосьоны. В домашних условиях лучше всего применять лосьоны умеренного действия. Их очень много, и я не буду останавливаться на конкретных марках. Не надо бояться, что какая-то часть лосьона не вытечет из слухового прохода. Лосьон или вытечет позже, или впитается в кожу слухового прохода. Ничего страшного. Это допускается, производитель это предусмотрел. Ухо промывают физраствором только в ветклинике после использования сильных терминолитических растворов, которые относятся к первой группе. А в обычных условиях ничего делать не надо, все уйдет само. Чистку ушей можно проводить как дома, так и в груминг салонах. Чистка здоровых ушей – это вообще-то хлеб груминг салонов. Я как ветеринарный врач хочу акцентировать ваше внимание на то, что чистка ушей – это не только красота, это в первую очередь здоровье вашей собаки. Поэтому, с одной стороны, надо регулярно чистить уши, чтобы не возник отит, а с другой стороны, не надо без лишней необходимости беспокоить уши, так как это тоже плохо. И еще такой момент. Почему возникает раздражение в ушах у собак после чистки ушей, что ведет к повышенному образованию серы? Если вы видите, что в ухе скопилось много серы, то используйте все-таки специальные лосьоны. Тогда удаление будет быстрым. И если же использовать травяные отвары, или просто воду, или физраствор, как это всегда делали раньше, то сразу скажу, что они не растворяют серу и тот дебрис, который есть в ушах. И тогда приходится как бы с усилием очищать их, и в результате чего и происходит раздражение слухового прохода. Отвары или физраствор можно использовать, если вы только не будете многократно оттирать загрязнение, а только слегка протрете ухо смоченным ватным тампоном. Если же вы видите, что ухо сильно загрязнено, то тогда все-таки надо использовать лосьоны, которые этот налет размягчают. Чистка загрязненных ушей без средств груминга – это как мытье жирной посуды без моющих средств. Отмыть можно, но это будет дольше, да и качество будет далеко не то. И это не есть реклама средств груминга. Просто это современно и удобно. Проводить регулярную чистку ушей при помощи дезинфицирующих средств я бы не рекомендовал. Например, чистить ухо при помощи хлоргексидина, который сейчас достаточно популярен. В принципе можно, но не совсем желательно. А смысл? Если ухо не воспалено и там нет отита, то в этом и нет особой необходимости. Наоборот, от этого может быть только вред. Таким образом можно нарушить микробный баланс, который есть в слуховом проходе, и тогда в ушном канале заработает патогенная микрофлора. Да и раздражение может от этого быть. Чистка ушей – процесс несложный, и ее можно делать и в домашних условиях. Да, практически все это и делают. Для облегчения этого процесса современный груминг предлагает нам широчайший ассортимент специальных лосьонов, которые в своем составе содержат и дезинфицирующие компоненты. Но самое ценное, что есть в лосьонах, это размягчение тех остатков, которые скопились в ухе. А значит, процесс очистки уха будет быстрым и качественным, без нанесения лишних микротравм в ушном канале. Если же вы перед чисткой ушей заметили, что собака беспокоится, ухо гиперемировано, отекшее и что-то в нем хлюпает, то тогда подумайте, может все-таки лучше отложить эту процедуру и прийти на прием к ветеринарному врачу? Ведь очевидно, что у собаки уже возник отит. При лечении отита чистка ушей тоже обязательная процедура. Ведь гной и дебрис могут инактивировать лекарственные препараты. Но очистку при отите лучше все-таки сделать в ветклинике. Но я вам скажу, что если вы будете регулярно осматривать уши собаки и вовремя проводить очистку ушей, то вероятность отита у вашей собаки будет минимальной. Вот, пожалуй, и все об уходе и чистке ушей у собак. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим собакам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!